Всем привет! Я записал ролик для тех, кто хочет путешествовать по Америке как турист. Вот несколько советов для вас в общении с местными жителями. Когда мы общаемся с людьми из разных культур, мы хотим избежать недоразумения и неприятностей, если можно. С этой целью я бы хотел разделить знания о 4 темах, которые вы должны избежать, если вы не хотите обидеть американцев. Это, может быть, не принимается ко мне лично, но на основе моего опыта, моей культуры, это применится к большинству американцев. Первое. Не спрашивайте американца о своей зарплате. Просто не говорите о том, сколько люди зарабатывают. Конечно, обобщенно можно говорить. Например, в этом городе хорошо зарабатывают. Но если вы прямо спросите американца, как немного людей в России делали, то вы увидите мгновение неприятностей в его глазах. Он будет в этот момент придумывать о своем мнении о вас. У нас есть такая идея, по которой только очень материалистические люди финансы обсуждают. Прежде всего, если вы женщина, а он мужчина, то он сразу подумает, что вы такая женщина, которую мы на английском называем gold digger. Это дословно переводится «золотодобытчик». Но думаю, что в этом случае должно быть «золотодобытчица», да? Вы, скорее всего, поймете метафору. Может, у некоторых русских деньги кажутся нейтральной, безобидной темой. Но если вы об этом поговорите с американцами, они посмотрят сверху вниз на вас. Второе. Не говорите о цвете кожи. Все о расе. Это очень щекотливая тема для многих американцев. Может, вы видите активистов в социальных сетях и как они постоянно разглагольствуют об этом. Но я обеспечиваю, что если вы встретите каких-то американцев, когда вы будете путешествовать и поднимете расовые разницы и такую тему, то вы увидите, как американская улыбка исчезнет. Вы покажитесь бесчувственными к тем, у кого лично было переживание расовых сопоставлений, или вы раздражите тех, кто постоянно сталкивается с коллективными обвинениями расизма от других. Лучше просто не упоминать цвет кожи, когда вы говорите о людях, или употребите самые нейтральные термины. Это приемлемо говорить английские слова black person, white person, Hispanic, Latino. Но лучше на это не зацикливаться. И, пожалуйста, не переводи то, как большинство русских называют черных, потому что это слово считается одним из самых обидных слов
на американском английском. Третье. Не говорите о привычках питания. Вы, наверное, думаете, что я имею в виду стереотип толстых американцев. Но это на самом деле не в этом суть. Хоть, конечно, я бы не советовал вам высказать свое мнение о жирных американцах. Людям это не понравится. Скорее, я имею в виду, что американцам не нравится, когда кто-то критикует, как люди питаются. Например, мне кажется, что многие европейцев волнуются о ГМО. Если европеец приедет в США и начнет говорить американцу, что овощи, которыми он питается, неестественны и полны химикатов, то американец, наверное, ответит, говоря, что европеец научно невежественный дебил. Русские любят пояснить, что они думают, что веганизм не полезный и что нам нужно питаться сбалансированным рационом питания. За это вас не похвалят в Америке. Я рекомендую не смешательство по поводу этого, если вы не хотите конфликты. Четвертое. Не говорите об американских военных. Это вы, наверное, уже знаете. Американцы могут быть очень патриотичными, когда дело доходит до своей армии. Еще относительно легко найти американцев, которые поддерживают солдатов, даже если они не соглашаются с внешней политикой США. Полагаю, что они уравнивают любовь для Америки с любовью своих вооруженных сил. Может, они это думают, потому что в США много думают, что люди поступают на военную службу из-за чувства долга. В принципе, менталитет гипернационалистов в России очень похож на американский, связи с армией. Поэтому не говорите об этом. Это все. Вот мои советы. Помните, что цель этого видео просто, чтобы у вас были знания, хорошо общаться с американцами, как турист. Конечно, если вы подружитесь с кем-то, то вы можете попробовать обсудить эти темы, но действуйте с осторожностью. Спасибо за внимание. Увидимся в следующий раз. Don't forget to like and subscribe.